Мачеху Люся возненавидела еще заочно, даже не увидев. На осенних каникулах отец отправил дочку к бабушке в деревню, а когда пришло время забирать домой, заявил: «Теперь мы будем жить втроем». «Ура!» — воскликнула Люся. «Ты купил котика?» «Нет», — мотал головой отец. «Собаку или попугая?» «Нет». «Кто, папа, кто?» Люся прыгала перед отцом, хлопая в ладоши. «С нами будет жить Марина». Бабушка как-то нервно скинула руки вверх, и улыбка ушла с лица Сергея. «Подготовил бы дитё как-нибудь, а то так, сразу». «К чему подготовил? Смешная ты, мама». Сергею явно не понравилась эта реакция. Он считал, что его радость и счастливое настроение они обе должны были поддержать, но вышло не так. Получилось, что счастье хотел только сам Сергей. Всю дорогу домой Люся сидела на заднем сиденье, надув губы. «Нам так хорошо было вдвоем. Зачем?» «Тебе нужна мать, мне жена», — спокойно ответил отец. «У меня есть, была мать», — пытаясь перекричать мелодию, звучащую из динамиков, крикнула дочь. «И у меня была жена 3 года назад, а теперь нет. Надо дальше жить, Люсенька. Я устал один, понимаешь? Марина тебе понравится. Я не заставляю тебя ее любить. Просто прошу отнестись к ней хорошо». Для 7-летней девочки эти слова звучали по-своему. Тогда Люся не осознавала, что может оттолкнуть от себя отца всего несколькими словами. Характером эта девочка с волосами пшеничного цвета была в отца, и это очень мешало им в отношениях. Перед дверью отец почему-то громко выдохнул и позвонил. Он не открыл дверь своим ключом, как делал всегда, а позвонил. Люся напряглась и уже готова была говорить гадости. Дверь распахнулась, и перед ними возникла улыбающаяся женщина невысокого роста, темноволосая, с милыми кудряшками и зелеными глазами. У нее был идеально ровный ряд белоснежных зубов. Это Люська заметила сразу. Ей с зубами не повезло, и она тут же нашла еще одну причину не любить эту милую женщину за отличные зубы. Отец неуклюже приобнял Марину и вошел в квартиру первым. Люся еще секунду думала, но тоже перешагнула порог. Все же это ее дом. Отец всячески подбадривал свою новую возлюбленную, хвалил за то, что она прекрасная хозяйка, удивлялся тому, как она точно подобрала размер платья, которое купила для Людмилы, и совсем не обращал внимания на дочь. Люська обиделась. На лицо было явное замещение дочери на Марину. Марина же старалась угодить Людмиле всеми силами. Она порхала около дочери Сергея и всячески пыталась угодить. Угождала ровно неделю. Люся на контакт не шла. Как-то утром она прямо заявила Марине, глядя в ее зеленые глаза, что никогда не будет называть мамой. «Мне это не нужно», — холодно ответила Марина. «Я вижу, что ты не хочешь общаться. Так тому и быть. Ты живешь своей жизнью, я своей». «Отлично, я рада, что ты уедешь». Люся совсем по-детски захлопала в ладоши. «Нет, я не уеду. Я буду жить здесь, с твоим отцом. Я буду готовить, стирать, убирать. Для тебя в том числе. Но ничего другого от меня не жди. Это лишнее, я смотрю». Люда пожала худенькими плечами и ушла к себе в комнату. Конечно, лучше, если Марина уедет, но и так ее тоже устраивало, раз выбора нет. Шло время. Оно мало что меняло в отношениях Людмилы и Марины, хотя статус Марины теперь был иной – жена. Свадьбу не устраивали, просто расписались и купили домой торт. И хоть это был самый любимый торт Люси,
есть она его отказалась. Через год у отца с Мариной ожидаемо родился ребенок. Люся с нескрываемым пренебрежением ходила мимо плачущего младенца и гордо поднимала нос выше. Ей он не нужен, как и не нужна его мать. Марина ничего не успевала. Теперь в доме царил беспорядок. Копились пеленки, нестиранная одежда. Еда готовилась на несколько дней вперед. Крошки можно было встретить теперь не только на кухне. Марина ни разу не попросила Люсю ей помочь по дому или с братом. А вот отец упрекал. «Пол помой, мусор вынеси. Люся, ты же можешь помочь». «Ты тоже можешь. Это твой сын, твой дом. Вот и помогай». «Я помогаю, но пока меня нет дома, ты же можешь что-то сделать». «Меня тоже нет дома. У меня школа, хореография, сольфеджио». Отец злился на дочь, все чаще повышал голос. Марина вставала между отцом и Люсей, просила успокоиться, смягчая градус разочарования обоих. Ей это давалось тяжело. Приходилось разрываться между маленьким ребенком и успеть погасить конфликт. Дружной и счастливой семьи не получалось. Сергей злился, Марина уставала. Люся вечно сидела в своей комнате с закрытой дверью. А время шло. Все стали потихоньку уживаться друг с другом. Проще было никого не трогать и жить своей жизнью. Так и получалось, что Сергей жил своей, Люда своей, а Марина с сыном своей жизнью. Прошел еще 1 год. Артемка уже вовсю бегал по квартире, надоедал Люсе, требовал внимания отца и матери. Марине даже временами казалось, что мальчик может собрать всех отдельных людей в этой квартире в одно целое, в семью, но этого не происходило. Сергей машинально играл с сыном, но больше ссылаясь на усталость, отдыхал. Люся изредка помогала по хозяйству Марине и даже присматривала за Артемом, когда было необходимо, но делала это без особого желания. Хотя глубоко в душе она улыбалась, глядя на брата, но никогда не показывала улыбку на своем лице. «Завтра идем за обновками», — радостно сообщила Марина всем за ужином. «В парке прогуляемся, мороженое поедим, уток покормим. Нам нужно больше времени проводить вместе и отдыхать». «Ха!» — только и сказала Люся. «Угу!» — не отводя взгляда от маленького кухонного телевизора, ответил Сергей. Марина вздохнула. Все как обычно. Но она уже запланировала этот поход, и помешать мог только дождь, которого завтра не предвидится. Утром следующего дня она всех быстро подняла, покормила завтраком и собрала, подгоняя. Особого желания идти куда-то ни у кого, кроме Марины, не было. Коляску впереди катила Люда, Сергей с Артемом шли за ней следом, а Марина позади всех. Она улыбалась солнышку, такому редкому в последние дни, и радовалась ветерку, трепавшему волны ее волос. К торговому центру нужно было перейти дорогу. Все остановились в ожидании зеленого света светофора. Артемка запрокинул голову, закашлялся и стал давиться. Люда обернулась и посмотрела на брата. «Что такое?» — спросила Марина и стала подходить к мужу с сыном на руках ближе. Сергей наклонил сына и похлопал по спине. Люся хотела было развязать брату шарф и отпустила коляску. Девочка сразу почувствовала, что коляска двинулась с места, устремляясь по небольшому уклону прямо на проезжую часть. И, не думая, Люда подалась вперед за коляской, прямо в непрекращающийся поток автомобилей. Марина, также не думая, бросилась за девочкой. Она схватила Люсю за одежду и с силой, несвойственной такой хрупкой женщине, затянула девочку обратно на тротуар, заняв ее место. Автомобиль резко затормозил перед Мариной, но тормозного пути оказалось недостаточно. Коляска поехала дальше,
а светофор радостно сменил горящий красный глазок на зеленый. Марина лежала на проезжей части, иногда открывая глаза и спрашивая наклонившегося над ней Сергея: «С Люсей все хорошо? Она не пострадала?» Сергей отвечал ей, но она плохо понимала и вновь спрашивала: «Как моя дочь? Что с ней?» Людмила держала на руках орущего Артемку и ревела. Издалека уже стал явно доноситься звук приближающейся кареты скорой помощи. «Что случилось, девочка? Кто эта женщина?» — спросила проходящая мимо старушка. «Мама это моя! Мама!» — закричала Люся, не переставая рыдать. Артемка тоже ревел, не переставая. Через месяц Марину выписали из больницы. К ней, когда стало возможно посещение, Сергей с детьми ходил вместе. Приносили гостинцы, все больше шутили. Марина не могла поверить такому перевоплощению. Уже дома Сергей сказал Марине, что в тот миг понял, как дорог каждый из них ему, как осознал всю ценность семьи и жизни. Марина только обнимала мужа и понимающе смотрела в глаза, поражаясь, как несколько секунд изменили все в их семье. В доме было чисто, одежда постирана и выглажена, холодильник ломился от еды, и это радовало глаз и душу Марины. «Надо же, справились без меня, а я так переживала!» — радовалась Марина. «Мы с Люсей думаем, что больше нам таких потрясений не нужно, чтобы быть семьей и делать все сообща. Мы и так согласны. Правда же, Люсь?» «Да, пап, я тоже так думаю. А еще я рада, что мама вернулась домой. Наконец-то мы поедим блинчиков. У папы они не получаются». Марина несколько секунд не двигалась, осознавая то, что только что услышала. Она приобняла Людмилу. «Я тебя, Люся, научу печь блины. Дочь должна уметь все, что делает мать, и даже немного больше. Будет вкусно, уверяю». Они бы так и остались стоять, обнявшись, да вот только их мальчики уже тащили их за руки на кухню, чтобы сесть за праздничный стол. «Девчонки, хватит тут стоять. Мужчины кушать хотят», — сказал Сергей и улыбнулся, а, отвернувшись, смахнул скупую мужскую слезу от счастья. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.